Доброго времени суток. Сегодня стоклетки и пару очень хороших фрагментов, я считаю. Давайте начинать смотреть. Ян Гранидайк играл с Уолтером Сипмой. Это Рапид в Лишуе, Китай. И он игрался совсем недавно. Рапид партия играла совсем недавно, 12 ноября 2025 года. Возникла вот такая вот позиция. Ян играл белыми, напоминаю, с Уолтером Сипмой. И вот 33-28. И здесь у Уолтера стояло два, можно сказать, выбора. Либо, как он пошел в партии, вот этот выбор понятен. Почему? Потому что он хочет сразу решить определенные задачи, то есть потом где-то может выйти и вот грозить вот этими идеями. И второй момент, что могло быть, конечно, он менее логичный ход, но выжидательный ход. И я считаю, что он лучше. Вот этот выжидательный ход лучше. Почему? Потому что практически надо 42-38, 18-23, и вот создаются совершенно другие позиции. И я думаю, что вот эти позиции предпочтительны. Вот эта позиция предпочтительнее играть, чем ту позицию, что было в партии. Либо он не видел дальнейшего продолжения. Причем я вам скажу честно, когда я увидел вот этот ход за белых, я сразу стал смотреть эту позицию. Партию, позицию начал смотреть. И вот из-за этого, собственно говоря, из-за этого хода, из-за идей, которые дальше были в партии, я захотел вам показать эту, еще раз я повторяюсь, но захотел показать вот эту позицию. Итак, 28-22, вот он такой интересный очень ход. Тут был ход 27-22, но практически он ничего не давал. Тут 10 подхватывают. Вот эта вот идея с одной стороны есть, да, но она не срабатывает. Почему? Потому что есть ход 15-20. И тут, посмотрите, сами посмотрите, я не буду здесь комментировать. Вот именно все здесь нормально. У черных все нормально. Итак, 28-22. Идея какая? На 10-15 вот будет вторжение вот это на 18. Если 24-29, надо шашку защищать. Очень интересная позиция. Вот просто интересная. Вы сами видите по структуре. Реально для Рапида просто шикарная позиция, я считаю. И 8-12, естественно, нельзя из-за простого. Уолтер пошел 24-29 и получилась комбинация. Назад надо. Ну вот тут такие страсти. Провел комбинацию 22-27. И вот здесь вот он пошел на 48. Наверное, все-таки каких-то больше шансов на 13 давала. Идея какая? Побить и потом походить сюда. И вот с этим надо моментом что-то делать. Ну, скорее всего, 27-32. И вот этот ход, я думаю, что ничейная позиция. Но вот здесь вариантов, конечно, много интересных. Можно и сюда. Так вот играть. И должны быстренько черные как-то пройти в дамки, потому что, видите, готово. Покуда все перекрыто, но уже вторая шашка готова. 25 идти в дамки. Но вот видите, сейчас на 29, допустим. Давайте приблизительно покажу, только приблизительно. Здесь, видите, покуда нету. Вот это тоже должно, по идее, спасти черных. Потому что здесь интересная, конечно, шпиля, но
Не знаю, стоит анализировать, не стоит. Я думаю, видео здесь не стоит анализировать. Кому нужно, те посмотрят. Так, дальше. На 48, на 32. И вот здесь вот непонятен ход. Понятно, что грозит даже может при случае отдать на 26 при случае и пойти сюда. С другой стороны, 48-42 тоже хода нету, то есть грозит этот ход. То есть логично 47. И вот непонятен, конечно, вот этот 16-21 на 31 и вообще ничего не видно. То есть анализирую, не анализирую, я думаю, что здесь просто ничего не видно, просто ничейная позиция. 16. И вообще Волтер просто вообще проиграл 21 и просто напали. Еще как-то, конечно, можно было 14, но тоже позиция, вот видите, угроза идет. Я думаю, что достаточно плохая позиция. Но вот идея такая, быстренько надо пойти, 21, и можно даже отдать. И вот как-то ничего я покуда не вижу, если честно. Ну, позиция просто, вот видите, закончилась партия вот таким образом. Следующая партия получилась в клубном чемпионате Нидерландов. Кстати, 8-го, тоже недавно игралась, 8 ноября Вадим Вирный в белом играл с Роном Хилстенсом. Здесь очень много комбинационных идей, я думаю, они вам понравятся. 32-28, типичный маневр, для чего он осуществляется. Нету вот этого хода из-за вот этой тактики на большинство. И 18-23. То есть вот этой вот тактикой они блокируют. То есть тактика и вот при этой группировке встречается. И вот, как я уже говорил пару видео назад, что в коловых позициях она часто достаточно встречается. Если здесь есть еще ходы у черных на фланге, то в коловых позициях, если вот так вот построились, если нету шашки на 4, там где-то здесь нету дырок, то достаточно большая проблема. Но с другой стороны, если нету на 4, то можно как-то нападать, бывает. Но опять надо там где-то в коловых позициях 4-10, чтобы напасть. Вот. Идея такая. Не знаю, там как тут, что... Нет, здесь-то есть такая идея, понятно, что если сюда вскрытие есть. Вскрытие, это понятно, что вскрытие есть. Я просто на примере коловых там хотел показать как-то. То есть вот, так, давайте... Вот где-то бывает, то есть надо еще и эту шашку, и эту шашку, и тогда только нападать. Ну вот такие вот позиции есть. Поэтому есть трудности, но вот видите, такая неуклюжая позиция. Но вот в коловых позициях вот так вот сдвигаются, и можно и этот ход делать, и нападать, чтобы вот эти идеи не срабатывали. Так, давайте смотреть. 1-7, он пошел 36. 17, вот, конечно, такой ход. Надо было вот в эти позиции выстраиваться. Как я уже говорил, надо было в эти позиции выстраиваться. То есть сейчас 34, 34 просто 18 даю. Но некрасиво, видите, некрасиво. Нас не учили так, никто играть не Сибранс. Не учили ни другие чемпионы мира вот такими ходами сумасшедшими. Но что делать? Надо как-то, надо строиться. 17-21, вот здесь, ну вот он пропустил, видно. Возможно, что-то он не видел. Я постараюсь показать, что он не видел. 31-26 и вот пошел 21-27. Ну, вам, надеюсь, понятно, почему он пошел 21-27, 12-18. Вот это вот тактика. А на 3-8 та же тактика. Абсолютно та же тактика. Вот либо он пропустил это, либо я думаю, что он все-таки не пропустил, что-то у него здесь какие-то мысли были.
41-36. Ну вот опять, видите, нельзя вот этих ходов делать, потому что так ходим. Вот я не знаю, о чем он думал, собственно говоря. Т8, либо здесь, может, какой-то непросчет, может что-то дернулся, бог его знает. Походил. Но вот идея была, смотрите, еще не смотри на эту всю позицию, если бы не было идеи. 16-21, бой-бой на 12. Я хочу напасть. Так нельзя, потому что 18-23. Давайте вот ход за ходом. А вот на нападение я делаю паузу. Вот такая тактика. Симпатичная. Ну, есть эту тактику. Кстати, я видел идею эту, и на турной базе видели. То есть показано и показывает, она показывает везде, собственно говоря. В программах даже показывает все, в компьютерных. Потому что идея известная. Ну, известно, а компьютер, в принципе, высчитывает это с легкостью. Ну, вот видите, а было Т8, и получается 28-22, и отдал он, просто отдал шашку. То есть не воспользовался вот этой вот идеей. Ну, тогда вот непонятен вот этот маневр, если честно. Еще раз, видите, идея сюда-сюда. Если 48, то понятно, здесь проводим. Ничего нету. Дальше, я еще хочу, да, один момент посмотреть, важный. 18, Т4. Ну, позиция тут тоже, кстати, у черных не сладкая. Я бы сказал, не сладкая. Почему? Вот давайте приблизительный вариант. То есть идея такая, я хочу перейти здесь 40-35, Т4-30 и поменяться на 24. И предварительно, может, даже где-то вот поменяюсь на 37. Сейчас вам покажу идеи. 7-11. Я вот не знаю, кстати, что этой можно идее противопоставить. Причем можно сразу где-то поменяться, а потом идея вот эта, что пришла. То есть надо закрываться, потому что грожу 14. И вот здесь 25-20. 19. И сразу нельзя ставить, насколько вы понимаете, потому что вот эта вот идея идет. Но сразу-то ставить нельзя, она легко достаточно отражается. Вот так. Еще хочу еще один момент поставить. Грозим вот этой вот комбинацией. Давайте вот эту покажу идею. Вот эта вот идея. Ну, она отражается достаточно просто. Но опять на 32 и непонятно, что делать тут. Видите, вот эта идея. И тут шансами, конечно, убил. Две шашки идут в дамки. Ну, вот такая вот интересная достаточно позиция получилась. И до новых встреч.